Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Руслан Айсин, политолог. Очень интересно и хочется узнать ваше мнение по поводу ситуации в Иране. Параллели с Россией, насколько наши лидеры этих двух стран схожи между собой, ну и насколько протестные движения не схожи между собой. В общем, начнем постепенно, потихонечку. То, что происходит сейчас в Иране, можно ли назвать это революцией, можно ли назвать это восстанием? Начнем с этого. Ну, скорее это восстание, потому что революция – вещь, имеющая несколько таких вот связанных нарративов, причин. Революция складывается из двух составляющих. Первое – это когда низы, значит, не хотят, да, жить по-старому, а верхи уже не могут управлять. Это классическая формула. Это означает, когда есть бунт снизу и когда есть раскол сверху. Пока есть бунт снизу, но раскола в иранской политической элите мы не наблюдаем. На самом деле иранскую политическую систему, иранское общество всегда сотрясали такого рода бунты, восстания, недовольство, митинги, шествия достаточно активные. И система там более 40 лет, она более или менее удерживала все это в определенных рамках. Но с приходом нынешнего президента Раиси произошла кардинальная перестройка всего политического вот этого вот ландшафта, потому что реформаторы были фактически изгнаны из системы государственной власти, из общественного дискурса. Вот неравномерно развитая, скажем так, есть огромнейший мегаполис тегеранский, есть, например, вот, регион Систан-Белуджистан, где до сих пор бастуют, где не этнические парсы, не этнические персы и вообще мусульмане-сунниты, да, в отличие от большинства мусульман-шиитов. Есть курдские районы, откуда, кстати говоря, и начались эти бунты. Это особые территории, тоже с мощным Азербайджан. сепаратным началом. Да, конечно, внутренний Азербайджан, все правильно. Образование, ну, они, по-моему, первое место, я могу ошибаться сейчас, первое место в мире занимают по системе высшего образования среди женщин. Там сильная феминократия, если что, очень сильная. Получается, да, в стране огромное количество проблем экономических, религиозных, сепаратистских, национальных, но, тем не менее, 16 сентября мы знаем, что погибла одна иранская девушка, и это спровоцировало огромные такие вот низовые движения, когда огромное количество человек вышли на ее защиту, либо на то, чтобы там высказать свое несогласие, протест с властью. И здесь мне хочется привести параллель с Россией, потому что в России тоже огромное количество проблем. При этом мы не видим вот этой самой последней спички, которая вызовет такую волну. Ну, мы видели видео, где бабушек избивают, да, там на протестных акциях. Тем не менее, это не помогает народу выйти. Почему? В чем разница? Это исламский менталитет. Как вы объясняете себя? Ну, если уж, так сказать, пафосно выразиться, то это качество человеческой глины. Надеюсь, Мгм. никого этим не оскорблю, потому что люди в Иране, конечно, совсем другие. Понятно, что западный человек или там, человек из России, тоже скорее с западным менталитетом, чем с восточным, он не понимает действительно этих людей. На самом деле, будь то Иран, будь то Ирак, будь то Турция, будь то Афганистан, там, несмотря на то, что есть сильная централизованная автократическая власть, там очень сильны низовые связи горизонтальные. Люди конкретно вписаны в политическую повестку, в политическую жизнь. Что в Иране, что в Турции люди просто вот целыми днями могут обсуждать политику. Они читают газеты. Вот эти газеты на каждом углу продают, раздают. Пресса, относительно свободная, относительно российская. Там ругают и президента, и правительство, и обсуждают маломальские вопросы. Там тяжело регулировать, как это в России происходит. Плюс ко всему, все-таки южный менталитет, люди горячие. Попробуй кого-то обидеть, или если там власть, например, кого-то каким-то образом ущемит, то это сразу же выльется вот в эти протесты. В России же, напротив, ситуация другая, атомизированное общество, очень запуганное, значит, безинициативное, никто инициативу на себя брать не хочет. Плюс ко всему, опять-таки, очень низкий пассионарный
потенциал в России, старое население, очень много пьющих людей, депрессивных людей, вот, которые живут по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю». Вот. Плюс ко всему не урбанизированные все-таки в большом количестве, в отличие от, например, Ирана, где, несмотря на то, что долгие годы там село преобладало, но в последние десятилетия действительно урбанизм, и вот опять-таки, как я уже сказал, образовательный и культурный ценз стал расти. Люди, естественно, включаются в политику. Чем более он окультурен, скажем так, тем более он раздумывает о смысле жизни, о своих взаимоотношениях с государством, с властью и так далее. Потом Россия все-таки это не единая страна ментальная, это очень разные люди. То есть у нас могут сказать, ну вот это пенсионеры, это их дело, это экологи, это их дело, там, да? Это не мое дело. Вот это вот ментальный разрыв, он ощущается. А Иран, несмотря на то, что, как я сказал, уже страна разная, цветная буквально, но все равно у них есть некое ощущение некого единства. Ну, вот мы видели, например, на прошедшем чемпионате мира по футболу, как иранские футболисты выразили свою солидарность с протестующими, да, и деятели культуры, актрисы, актеры выходят обязательно. Ну, в России это единичный случай, буквально боятся потерять контракты, там такого нет. Поясню тем Пожалуйста. зрителям, которые не в курсе, сборная по футболу из Ирана на чемпионате мира по футболу отказалась петь гимн страны, чтобы высказать свое несогласие с такими жестокими подавлениями волнений в стране. Это то, на что сейчас Руслан сослался. Сейчас мы видим, что в Иране, что в России развиваются национальные сепаратистские настроения. Я знаю, что вы поддерживаете, да, тут что касается в России, вы поддерживаете. Как вы думаете, приведет ли это к чему-нибудь? Ну, либо это будет там подавлено властями? Власти очень боятся этого. Вы помните, что сказал Путин, да, что геополитической катастрофе 20 века, развал Советского Союза и вообще в сознании управленческого класса, да и простых людей сидит следующая фобия, страх. Вот страна развалится, вот страна развалится, вот страна развалится. И мы готовы терпеть все, лишь бы она не развалилась. То есть это вот является таким движущим механизмом всего того, что происходит внутри страны. Готовы все терпеть, лишь бы она не развалилась. Но вопрос развала – это вопрос, скажем так, подхода к понятию, потому что есть возможность собраться там в полноценную федерацию или конфедерацию. Или уж если кто-то хочет выйти, то пусть уходит, например, там Кавказ хочет выйти, пускай уходит. Почему он должен быть в составе того государства, которое все это время его подавляло? Если он захочет соединиться, то он соединится там рано или поздно. В истории очень много таких примеров, да, расходились, соединялись и, в общем-то, потом жили более или менее. Соединенные Штаты, я напомню, воевали и в рамках гражданской войны середины 19 века, примерно тогда же, когда была в России отменено крепостное право. Кстати говоря, такой философ Карл Ясперс, известный, он выдвинул теорию осевого времени, что в какой-то момент в исторической, так сказать, перспективе проходит некая такая судорога, такая молния, которая дает общий, ну, такой событийный ряд. Да? Вот война в Америке, в Соединенных Штатах в 1760-х годах, в России отмена крепостного права, в Японии революция Мэйдзи, там, значит, Тазимат, реформа Тазимата в Турции, ну и так далее и тому подобное. Восстание сипаев в Индии, да. То есть, так или иначе, мы знаем множество примеров того, как в истории территория распадалась, потом соединялась. Это вообще не устойчивая, скажем так, сущность. Нет устойчивых сущностей. Нету сакральной вот такой вот территории, как таковой она должна быть. Почему она таковой должна быть, а почему она не должна быть другой? Это вопрос, конечно, философский, но его надо и в таком разрезе тоже, не только в таком эмоциональном,
разрезе обсуждать и изучать, но и так понимать, почему мы, например, должны быть в составе страны, которая запрещает нам язык, образование, все остальное. Например, тот же историк Гефтер, известный, опять-таки, учитель и наставник Павловского, которого я упоминал, он говорил, что Россия – это не единый субъект, это страна стран. Нету никакой единой России, это просто мифопроект Петровский. Да, Петр решил построить по принципу европейских империй, собственно говоря, и назвал Россию империей. Там. Но если, например, Москва хотела бы страну сделать единой и монолитной ментально, психологически, политически, культурно, она бы ее сделала. Но она не стремилась, потому что это элита с колониальным мышлением, они все хотят колонизовать и рассматривать нас сугубо как колонизируемый народ, колонизированное пространство. И соответствующим образом к нам относятся, и к нам, и к нашим людям, к нашим традициям, языкам, и занимаются просто выкачкой природных ресурсов. Все. Это колониальное мышление. А это уже прошлый век, поэтому смысла никакого нет находиться, условно говоря, соседом, который пьет, дебоширит, тебя не уважает, еще обзывает чуркой. Вот. Какой же это сосед? Да, ну, с ним, наверное, лучше вот как-то территорию разделить, поставить какую-то железную дверь, пусть он у себя там в 4 стенах буянит, пьет и дебоширит. Ну, вот, примерно так. Сейчас мы также видим, что Россия и Иран идут на какое-то сближение. Мы видим эти обмены военными технологиями. Мы видим эти иранские дроны, которые сейчас там воюют на российской стороне в Украине. Чем можно объяснить это сближение? Вы знаете, я вот далек от мысли, что это стратегическое сближение, потому что в иранском восприятии, и особенно у иранских интеллектуалов, нет никакого восторга от России. Более того, как вы помните, Персия воевала очень много с Россией, и у нее очень много претензий. Иран исторически очень хорошо все помнит. Например, Россия больше всех воевала с Крымским ханством и с Турцией, ну, с разными ее проявлениями, с Османской империей и так далее. Да? На втором месте, по-моему, вот как раз Персия, Иран. Вот. Поэтому они считают, опять-таки, что то партнерство, которое сейчас есть, оно ситуативное. И что как только Путин сможет уладить свои проблемы с Западом, он тут же уйдет на Запад. Вот так вот они считают. Но так как это Иран, так как это Восток, там не говорят многие вещи открыто, как вы знаете. 3 раза вам могут отказать, но отказ не значит нет. Всегда так у них. Поэтому они не говорят некоторые вещи, во-первых, открыто, транспарентно. Во-вторых, они хотят сами выйти из того забвения и из того как бы санкционного кольца, в котором они оказались. Иран, в принципе, не ориентирован на то, чтобы отдать все свои технологии. Да, что-то он продает, но, условно говоря, делиться эксклюзивом они не собираются. Просто вот эти вот беспилотники, которые в России носят название «Герань», у иранцев «Шахед», они были во многом скопированы с американского беспилотника, который был приземлен иранцами еще, по-моему, при Ахмадинежаде. Они его везде демонстрировали на выставках. Они скопировали эту технологию и сейчас ее штампуют. Но передавать России технологии они не собираются. Прекрасно понимают, что это абсолютно глупо и неправильно. Поэтому тот шум, который есть вокруг Ирана, что они поставляют в огромном количестве вооружений, я тоже не совсем в это верю, потому что Иран сам нуждается в этом. А что может предложить Россия? Ну, валюта она не может расплачиваться, ну, а рубли это такая, знаете, бумажка очень сомнительного свойства. Ядерные технологии? Вы знаете, опять-таки, веры нету, потому что вот они строят атомную электростанцию в Бушере, известно. Взяла за это дело Россия, да, ну, Росатом конкретно, если Росатом, то скорее это, да, уже после Советского Союза. Прошло 30 лет, никак достроить не могут.
И Россия не собирается делиться, хотя там эти разговоры идут, но опять-таки я абсолютно в это не верю. Иран сейчас сам достаточно успешно занимается ядерной промышленностью, и он уже обогащает Иран до очень высоких показателей. То есть, насколько я помню, там еще при Ахмадинеджаде они доводили до 20%, а сейчас уже там 60-80, наверное, могут. Да? И, в принципе, ну, как считают американцы, те же, американская разведка, они там в течение 2 лет могут бомбу состряпать. И средства доставки у них есть, вот эти вот ракеты всевозможные, третьего, пятого поколения и так далее. В принципе, то есть они могут достать, условно говоря, до Европы. Вот. А Россия нет, Россия сама критически зависит от этих технологий. Вообще эти технологии, если честно, это же технологии с 40-х годов, если уж на то пошло. Технологии атомные, которые вот сейчас, которыми занимается Иран, это технологии, которые уже немцы владели, собственно говоря. У немцев эти технологии взяли американцы, и руководитель вот программы Фау-2 «Орудие возмездия» фон Браун, как известно, был взят американцами в плен, все их технологии, чертежи увезены, и вот фон Браун стал первым руководителем НАСА, аэрокосмического агентства Соединенных Штатов. Часть забрали представители разведки Советского Союза, НКВДшники. Вот. И это вот технологии до сих пор, за которые идет какая-то война, на самом деле. Вот. Поэтому рано или поздно Иран эти технологии освоит здесь. Ну, просто, я думаю, вполне все очевидно. Технологиям, которые 80 лет, ну, так или иначе, многие вещи, ведь они уже и в открытом доступе имеются. То есть история о том, что там, слухи или миф о том, что Россия делится ядерными технологиями, и поэтому Иран делится оружием, там две страны под санкциями, это запрещено, по идее, делать. Вы особо не верите в этот миф? Я не верю в это абсолютно. Вы знаете, основатель ИРИ, Исламской Республики Ирана, Аятолла Хаминеи, в своем завещании, у него было такое известное политическое завещание, он назвал Соединенные Штаты большим сатаной, а СССР малым сатаной. Поэтому отношение в Иране к России тоже не самое доброе. И никогда не доверяли. Никогда не доверяли. Тем более сейчас, когда понимают, что Россия в шатком положении, чуть что они там, условно говоря, с ними стратегически как-то закрутятся, а потом раз, они опять переметнутся. Зачем это нужно? Хорошо, следующее. Миф или реальность тоже в медиа активно будируется о том, что 15 тысяч, практически 15 тысяч человек, оппозиционеров задержано, и о том, что парламент Ирана принял решение о смертной казни этих людей. Правда или нет? Нет, это неправда, потому что это называется кликбейт, когда просто выхватили какие-то элементы из сообщения. Во-первых, парламент не принимает такое решение, принимает суд. Там все-таки достаточно внятное разделение системы властей: исполнительной, законодательной, судебной. Вот. Во-вторых, про ужесточение там речи не шло. Там было выступление отдельных депутатов о том, что зачинщиков необходимо более жестко наказывать. Но это речь идет о зачинщиках. Некоторых действительно зачинщиков поймали. Зачинщики они или нет, я не знаю, опять-таки, верить Ирану тоже, знаете. Вот, еще то дело. Но были повешены несколько человек публично. Там такие казни происходят публично, как известно, в городах на кране. Вешают человека. Вот. Действительно, там очень много заключенных в тюрьмах. Но надо понимать, что в Иране вообще очень много заключенных. Там, в принципе, в долговую яму, если человек садится, его просто заключают в тюрьму. Вот. И поэтому там очень много таких закредитованных людей. Понятно, что кризис, и вот в связи с этими разбои, там кражи и так далее, очень много людей. Вот. Это тоже большая нагрузка, кстати говоря, в целом на административную систему Ирана. Потому что человек, который отсидел, он как бы к государству, как вы понимаете, относится не очень хорошо. Не Пригожинский до Балумы. Вот. Поэтому там такая проблема существует, но я думаю, что иранские власти пойдут на масштабную и на масштабную и широкую амнистию. Потому что, во-первых, они не хотят лишний раз народ
провоцировать. Во-вторых, они хотят показать, что они готовы идти на компромисс вот в этих вопросах, но не в принципиальных, не в отмене хиджаба, там, не в переустройстве политической системы, там, убрать Рахбара или там отказаться от каких-то шариатских норм. Но помиловать, пожалуйста, в принципе, это там происходит очень часто. Иран достаточно широко использует наказание домашним арестом для политических заключенных очень часто. Поэтому вот то, что вы озвучили, это да, это во многом фейк или неправильная интерпретация просто. Хорошо, связь с Россией. Ну, диктаторы и тираны обмениваются, по всей видимости, опытом. И сейчас в России активно заговорили об отмене моратория на смертную казнь. Ну, насколько серьезны эти разговоры, насколько это, в принципе, там можно думать, что это какое-то российское будущее? Ну, вы знаете, теперь уже можно в это поверить, потому что ведь мы долгое время не верили, что Россия скатится до того состояния, в котором она сейчас находится. Да, мы не верили, что Россия нападет на Украину, мы не верили, что будет там мобилизация случилась, мы не верили даже, когда случилась война, что она затянется на год почти, ну и так далее, и так далее, и так далее, да. Казалось бы, вот, тут можно, наверное, использовать этот мем, да, мы думали, что достигли дна, но снизу постучал Путин, наверное, оно вот очень хорошо характеризует как раз все то, что происходит. И, в принципе, я не вижу сдерживающих механизмов, почему они не могут отменить мораторий на смертную казнь. Ведь она была введена, вы помните, для чего? Для вступления в Совет Европы. Это было требование Совета Европы. Ну, вы знаете, сейчас они отовсюду вышли, из ПАСЕ, из других структур, и всячески поливают грязью Европу. Европа навязывает нам наши ценности гнилые, там, ЛГБТ и все остальное. Повторять не буду всю эту ересь. Вот. И поэтому смертные казни вполне могут обосновать как необходимость, потому что ее мораторий был навязан вот этим гнилым Западом, а мы уж вот свои традиции должны заново восстановить. Ура царю и, естественно, смертная казнь. То есть если публичное, как вы описывали в Иране, публичное повешение, ну, вас не удивит, если когда-то в России это тоже начнется? Публичное, я думаю, что вряд ли, все-таки такой традиции особо нет. В Иране все-таки такая традиция была. А в России же традиция несколько другая. Да, расстреливали в больших количествах, в подвалах, Лубянки, остальных заведений, там, филиациях Лубянки или, так сказать, каким-то образом там. У нас есть, например, ПЖ, там, пожизненное заключение, где люди сидят. Просто ревосстановят все это, ведь смертная казнь в Советском Союзе была, даже, знаете, за фальшивое монетничество, а вот вполне не только там, как считается, за преступление против государства, там, измена родине, а вполне себе вот за фальшивые монеты. Значит, в 60-х годах расстреливали, я помню, людей, ну, как помню, из исторической хроники, конечно, за то, что они занимались какими-то спекуляциями. Вот. Валюту покупали, там перепродавали, тоже расстреляли. Это расстрельная статья была. Вернее, она не была расстрельной в УК Советского Союза, но Хрущев настоял. Хрущев настоял, и, в общем-то, эту банду, эту группу расстреляли. То есть, в принципе, никакого там сожаления у общества, негодования, движения против смертной казни, там, ничего этого не было. В России, да, там Петр I рубил головы на лобном месте, на Красной площади, да, с большим удовольствием. Но это было, в принципе, давно. Расстрелы были, но не в таких больших количествах. В основном ссылали в каторгу, потому что, собственно, и Сталин потом использовал, ну, типа, что убивать человека, если его можно использовать как раба, как рабский труд. Да, кого-то расстреливали, кого-то отправляли, а если уж, так сказать, он становился доходягой, как писал Шаламов, что все зэки доходяги, тогда, да, его просто расстреливают. Вот. Ну, я, в принципе, не исключаю для устрашения, опять-таки, хотя куда там дальше устрашать, но ведут там за измену родине, там, за то, что фамилию Путина произнес как-то неправильно. Это могут, да. Хорошо. Следующее, что тоже активно, наверное, обсуждается в информационном пространстве, что ну, это даже обсуждается российской пропагандой, я бы сказала, что в Иране
Все это движение было спровоцировано, естественно, Америкой и Западом, и что все, кто возмущается, это либо, как про Казахстан говорили, да, там, наркоманы, либо исламские там, фанатики-радикалы. Вот эта вот риторика о том, что все это спланировано Западом, насколько вы или там поддерживается и организовывается Западом, насколько вы это поддерживаете, насколько вы согласны, либо это все-таки веяния Запада, либо в народе вот именно созревшее возмущение, которое, я так понимаю, должно было зреть достаточно долго и давно? Ну да, это зрело достаточно давно. На самом деле в Иране не очень популярна эта риторика, что все концентрировано и все управляемо из Западом. Не верят в это люди. Есть, конечно, отпетые такие консерваторы, так называемые, которые вот пытаются там кого-то к этому делу приобщить, то ли Израиль, то ли Соединенные Штаты. Но никто не верит, на самом деле. Все прекрасно понимают, что это протест во многом социальный. Что ведь и год назад, и 2 года назад такие протесты были, ну, может, не такие масштабные, но достаточно продолжительные, с кровопролитием, с убийством чиновников, представителей силовых структур, с захватом зданий административных. Все это было. И потому что там, подняли цену, или в одном городе не было воды, да, они испытывают там серьезные проблемы. Народ вспыхнул. Попробуем скажи, что вы работаете на Моссад, тут же народ опять вспыхнет, поэтому там никто этим не заигрывает. А российская же пропаганда, им понятно, что называется, каплю в рот не положи, им вот да, обязательно обвинить Запад. Они-то считают, что все манипулируемо Западом, потому что, ну, Путин так считает, все-таки чекист КГБшник, мнительный человек, он считает, что само по себе ничего не происходит. Вот. Естественно, они не доверяют и не верят, что российский народ может что-то самостоятельно соорганизоваться и каким-то образом выступить против власти или там элементарно защитить свои права. В Иране, повторюсь, в это особо никто не верит. Даже если политик об этом начинает говорить, то он сразу маргинализируется, то есть это маргинальное мнение. Напротив, они стали признавать, они признают, что есть проблемы, бесспорно, эти проблемы нужно решать. Да, мы согласны с протестующими, но если они не будут там заниматься мародерством, убийством и, значит, выдвигать неправильные лозунги. То есть право на митинги и какие-то бунты локальные там не отрицаются в Иране. У нас тоже вообще, в принципе, да, нельзя с плакатом выйти, просто нельзя что-то сказать. В Иране же нет, это базовые принципы, которые даже иранский режим не может отрицать. На вашем канале, канал «Поистине», вы говорили о том, что распад России неизбежен там, после Путина, ну что это в любом случае случится. А вы это связываете с такими же социальными волнениями, как происходит в Иране, либо больше с национальными движениями? Вот что будет той самой каплей, которая позволит России? Это хороший Распасть? вопрос. Да. Это хороший вопрос. Опять-таки мы можем предполагать, разные сценарии могут быть. Но я думаю так, уход Путина – это неизбежный распад выстроенной им системы. В этом плане действительно слова, произнесенные когда-то Володиным, который сейчас является спикером Государственной Думы, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, они правдивы. Потому что это моноцентричная система, выстроенная под одного человека, без полноценных сдержек и противовесов, которая сломала и уничтожила вообще все институты, хоть парламент, хоть суд, хоть какие-то общественные движения, СМИ, вообще ничего этого нет, да? Все разгромлено. И вот когда уходит вот эта вот головная составляющая, элемент, все сыпется просто, как песок. Это песочный домик, по сути говоря, песочный замок путинский. Как будет разламываться, это опять-таки вопрос дискуссионный. Есть территории, которые спокойно могут, условно говоря, Кавказ, там достаточно сильный, опять-таки, пассионарный этот взрыв. Есть территории, которые, ну, там, депрессивные, они вряд ли захотят куда-то уйти, условно говоря. Есть сильный регион, там Татарстан, там Якутия, Башкортостан, например, они могут опять-таки выстроиться, но будет опять-таки очень тяжело, потому что это же не моноэтнические
регионы, ну, по крайней мере, Татарстан, Башкортостан, в отличие от, например, Якутии. Но здесь очень много, что называется, неизвестных во всей этой истории. Есть фактор Китая, который, конечно, будет вмешиваться, если что-то будет происходить. Бесспорно, я вам скажу даже больше, Соединенные Штаты не заинтересованы в развале Российской Федерации, о чем нам не преминул сказать Збигнев Бжезинский в своей последней статье, что мы не заинтересованы в развале России. Почему? Ну, тоже понятно, это неконтролируемый процесс. Несмотря на то, что американские стратеги ввели понятие контролируемого хаоса, но это все блеф. Это для того, чтобы прикрыть просто невозможность контролировать. Вот. Плюс ко всему непонятно, как это будет происходить, кому достанется ядерное оружие, труба нефтяная, попадут ли эти территории под зависимость Китая, там, не дай бог, да, ну и так далее. Потом будут между собой драться, это опять надо вмешиваться. Ну, куда столько проблем, когда можно вот решить с одним человеком. Плюс ко всему там Европа, конечно, которая во многом чисто психологически, может, эмоционально этого хочет, но политически она не знает, что делать. Она у себя-то не может решить проблемы, да, Европа-то вообще раздираемая. И как мы увидели, экономическое единство, которое приняла Европа как основу своего такого сосуществования, это очень зыбкая материя, зыбкая материя. Потому что экономика, условно говоря, вещь периферийная по отношению к политике. Вот. Поэтому они тоже вряд ли смогут контролировать этот процесс. Вряд ли смогут. Но есть вариант, при котором, ну, я считаю, что это английский проект, лондонский, это создание так называемого восточного рубежа, страны Балтии, Польша, Украина, ну, Беларусь, судя по всему, которая так или иначе скоро уйдет из-под опеки этого картофельного тирана. Это Турция во многом. Да? Вот это восточный рубеж, это, так сказать, Восточная Европа, которую Великобритания рассматривает как оппозит к классической Западной Европе, Франция, Германия, ну, отчасти там Италия. Вот, поэтому это очень сложный процесс, который не всегда будет зависеть от нас. Надо прекрасно понимать, что уровень, скажем так, ватноголовости нашего населения, он зашкаливающий. Он зашкаливающий. Даже в моем родном Татарстане таких просто, ну, очень много, очень много. И татароязычных, и сельских, и городских, и образованных, и не очень. Очень много людей. Вот. Они боятся, естественно. Эти люди боятся, в принципе, какой-то новой ситуации. Где гарантия, что они не выступят пятой колонной? Потом все-таки Россия имеет мощные средства внутреннего подавления. Росгвардия, значит, полиция, ФСБ, там, ЧВК, Пригожин и все остальное. Они будут подавлять жесточайшим образом. Жесточайшим. Даже более жесточайшим, чем с Украиной. Это будет говорить о том, что Россия, скорее всего, втянется во внутреннюю гражданскую войну, в так называемый стазис. Есть такое понятие, да, греческое, на противостояние. Я думаю, что это скорее наиболее реалистичный сценарий, повторение примерно того, что было в 17, 18, 19 годах прошлого столетия. Кризис власти, война, бесспорно, тогда Первая мировая война, сейчас война против Украины, а по сути говоря, против действительно интегрированного Запада. Вот, уход императора и хаос. Вот. Тогда не все были готовы, но в принципе сейчас есть опыт и понимание того, как тогда было и как сейчас надо действовать. Это вот преимущество, скажем, наше по сравнению с тем временем. Поэтому здесь много составляющих, которые могут повернуть так, а могут повернуть и эдак. Руслан, я очень надеюсь, что вы согласитесь, и мы с вами отдельно встретимся и поговорим о ситуации в Татарстане и, в принципе, в России и в других национальных регионах. Но раз уж мы говорим про Татарстан, буквально сегодня
потому что актуально. Парламент принял Татарстана, да, там последние, кто сопротивлялись, держались, и должность президента отменил, суверенитет, там понятие суверенитета из Конституции Татарстана удалили. То есть на данный момент пока в самом Татарстане, ну, тоже ситуация только усложняется с точки зрения гайки, все более закручиваются, да? Да, для Татарстана очень важны символы государственности. Это президент, это статус татарского языка, наличие конституции, вообще разговоры о государственности, особом статусе Татарстана и так далее. Действительно, Татарстан до последнего, сам последний боролся, он же выступал и главным поборником федерализма, да, среди всех субъектов федерации был лидером регионов, в общем-то, это тоже не секрет, и вкладывал большие усилия, и средства, и ресурсы во все это движение. Но вот когда начался поход Путина против регионов, а он начался прямо в 1999 году, как вы знаете, началом Чеченской войны и дальше, введением так называемых полномочных представителей президента в федеральных округах, да, 7 округов было сделано, потом 8, сейчас еще вот там, Крым и так далее. Вот это были путинские надзиратели, хотя и так их было вот столько. Потом стали приводить в соответствие региональные законы с законами федеральными, да, потом стали назначать прокуроров прямо, назначать глав МВД, и там систему образования начали ломать, ее стали ломать еще в 2007 году, когда отменили ЕГЭ на родных языках, национальных языках, чем обесмыслили вообще обучение на родном языке, потому что все упирается в ЕГЭ, да. Потом убрали так называемый этнорегиональный компонент из образования, когда регионы сами там на треть определяли программу образовательную, там, условно говоря, история родного края, язык, там, ну и так далее. Да. Это убрали. Ну и в 2017 году вообще запретили преподавание родных языков, сделав его добровольно. А добровольно, как известно, у нас, значит, ничего вообще. Вот. Ну и дальше, пошло-поехало. В 2020 году Путин принял вот эту вот конституцию на пеньках, по сути говоря, и вот она постулировала, что надо разгромить вообще все остатки того, что было, регионалистики, федерализма и вообще любую самостоятельность. И вот это эхо 20-х годов. До Нового года Татарстан обязан был внести эти изменения в Конституцию свою. Иначе бы, значит, его парламент Татарстана ждал бы распуск. То есть у Путина есть полномочия распустить парламент, убрать любого руководителя региона. Ну, то есть это суперпрезидентская форма правления. Естественно, никакая она не федеративная. Как вы правильно сказали, это вот самое главное, убрали понятие суверенитет, а суверенитет все-таки определяющее. Убрали гражданство Татарстана, у нас было гражданство, и у меня паспорт, кстати говоря, там есть и гражданство на 2 языках. И убрали обязательное знание татарского языка. Да. Главой. Да, это означает, что любого ставника могут назначить хоть откуда, как это вот сейчас активно делается, да, там назначают вообще людей, которые не имеют отношения к региону. Вот. Ну, это, конечно, демонтаж. Но то, что наши депутаты там чуть-чуть побузили, это честь им и хвала. Я знаю многих этих людей. Вот. Это действительно люди вот, искренне переживающие, но это мало что меняет, по сути говоря. По сути, мало что меняет в такой практическом смысле, но для того, чтобы придать такого драйва, показать, что нет, врагу не сдается наш гордый варяг, то да, это хорошее дело. Но самое главное, я считаю, во всей этой истории удержать хоть что-то, потому что когда все это будет валиться, тогда нужны будут вот эти вот небольшие, ну, скажем, ну, не осколки, а какие-то вот остатки остовов, да, вот, фундамента, на котором можно будет новые выстроить. А Москва это прекрасно понимает, поэтому она хочет разгромить все, любую активность, посадить активистов, запретить язык, потому что язык стал политической, по сути говоря, уже субстанцией, да, вообще уничтожить все, за что может схватиться национальная интеллигенция, значит, народы, за что могут ухватиться, объединиться вокруг чего-то.
это все должно быть подвержено вот полному демонтажу. Потому что, ну, там тоже не дураки сидят, надо признать, на Лубянках, скажем так. И они, естественно, будут и дальше это ломать. Иной вопрос, хватит ли у них времени, потому что война может как бы стать поперек горла, и этот Голиаф может задохнуться. Я очень надеюсь, что ситуацию внутри России мы обсудим отдельно, поговорим, вынесем отдельным разговором. Окей, Иран, Россия и война. Сейчас в Иране мы видим, очень активно себя ведут женщины. И вы уже, да, развеяли миф о том, что иранская женщина – это такая бесправная, Ну, конечно, да. бесправное существо. Да, абсолютно огромное количество прав у женщин, и во время развода тоже. И сейчас они очень активны. Можно ли думать о том, что в России, например, следующая волна мобилизации? Мы сейчас тоже видим, что женщины активизируются, и женщины против того, чтобы там отцы, мужья, братья шли на войну. Можно ли говорить о том, что следующая мобилизация все-таки может быть тем самым толчком, который спровоцирует народ на какое-то более активное возмущение, недовольство? Охота верить, конечно, что это так, и с другой стороны стыдно, потому что если женщины берут на себя эту инициативу, это говорит о том, что мужчины уж вообще деградировали и, так сказать, энтропировали до состояния каких-то тряпок. Ну, реальность такова, что действительно есть какая-то надежда, что женщины выйдут и, ну, например, как это было в Якутии, когда женщины вышли и организовали вот этот традиционный хоровод якутский национальный, да, протестуя. В Дагестане активно давали тоже. В Дагестане вышли, в Чечне вышли, да, вот, и Кадыров вынужден был приостановить, правда, он это сделал, так сказать, переиграл, сказал, что мы и так много отправляем. Но там сильны, везде, где сильны патриархальные связи, патриархальное общество, женщина выходит, что удивительно, вроде парадокс, патриархальное общество, но выходит женщина, да, ну, потому что семейные узы очень сильные, семейные, национальные, клановые, родственные и так далее. А где-то в центральной России, я думаю, с этим будут большие проблемы. Как бы там ни было, опять-таки мы упираемся в то, что в национальных республиках женщины могут выйти. Это да. Потому что, опять-таки, там вот сильны вот эти вот связи родственные и так далее. А центральной России я не очень верю. Знаете, вот когда была Первая Чеченская война, ну, Вторая в меньшей степени, очень сильна была такая организация матери России, да, солдатских матерей. Сейчас их нету. Сейчас их нет. Это странно, то есть сменилось одно поколение, но удивительным образом, как будто вот эта вот пуповина материнской и сыновья, она просто оборвана, такое ощущение. Но это следствие вот этой вот тотальной пропаганды, страха даже где-то, да, многие боятся, но многие искренне верят, что там они воюют с какими-то нацистами и так далее. Поэтому, ну, уж так получилось, что вся надежда на наших людей и на наших женщин из национальных республиках, хочет кто-то этого или нет.